Что же такого важного, выгодного может вас ожидать впереди? Ну, все мы ищем какие-то выгодные пути, легкие пути. Если у вас есть такая задача, если вам это интересно, оставайтесь со мной. Давайте еще узнаем, что бы такое сделать, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. Вот такой вот расклад для умных, хитрых, для тех людей, кто хочет улучшить свою жизнь. В принципе, все мы умные и хитрые, поэтому расклад для всех. Давайте сначала посмотрим, что на сегодня есть, а потом узнаем, что может ожидаться в будущем. Итак, посмотрим, что уходит из вашей жизни такого, о чем нужно прямо сейчас знать, что скоро придет в вашу жизнь, и что в будущем вам за это будет. Ну, здесь у нас такой человек вышел, который имеет что-то, собственник. Карта так и называется. Вообще у нас здесь 3 старших аркана, которые уже намекают на судьбоносность момента, на то, что вы владеете, какими-то активами, которые вас, конечно, здесь устраивают. Но и дело в том, что их нужно перепроверять, чтобы никто не перепроверил без вас. Нужно учесть какие-то ошибки. Карта проверки, карта бухгалтера. Если вы являетесь бухгалтером, то этим будете заниматься сами. Если нет, то будете нанимать. Нужна ревизия ваших доходов и расходов, чтобы у вас были документы в порядке, потому что это вас беспокоит. Вот действительно, вас беспокоит материальная составляющая, которая сейчас не в порядке, поэтому карта вас предупреждает. Нанимайте бухгалтера. Что же уходит из вашей жизни? Уходит игра, уходит теневая ситуация, неопределенности. Такая вот игра с властью, со скрытыми доходами. От довольно перспективного дела. Ну вот у кого-то такая ситуация была. Деньги были, какие-то теневые. Вот их нужно отстирать. Вот карта буквально человека, который отстирывает свои денежки. То есть отбеливает, отстирывает и показывает свои белые доходы. Ну, в других случаях, в простых случаях, просто нужно устроиться на официальную работу. Хватит работать в теневом режиме. Эта ситуация уходит. Что же приходит в будущем? Какие события? Такая двойственная натура у нас здесь. Человек здесь становится более хитрее, более предприимчивым и даже, возможно, увольняется с одной работы и находит другую. Увольняется с той работы, где были теневые доходы. Какое-то время ожидается безработица, какое-то время нужно будет переждать, но у вас здесь хватит терпения, хватит ума, логики, чтобы найти лучшие варианты. И лучшие варианты тут как тут появятся. Лучшая работа, официальная работа. Вот пока карты говорят о работе, о ваших достижениях, как мы загадали и в начале. Ну и что же вот-вот появится? А появится такое благодушное настроение, хочется отдыхать. Вообще еще появится возможность либо работать на дому, может быть, какие-то деньги получить на детей и как-то компенсировать свои траты. Ну, для кого-то это тоже важно. Также заняться своими домашними делами в теплом семейном кругу, раздать задания близким и вашим детям, надоумить кого-то. Вообще вы тут как отец семейства. Здесь у нас мужские карты вышли. Если вы женщина, кто смотрит этот расклад, у вас такие качества мужские тоже присутствуют. Хозяйственницы. И вот когда вы раздадите всем задания, тогда вам станет полегче. То есть нужно делегировать свои обязанности, искать помощников, бухгалтеров, искать каких-то курьеров, может быть, не делать всю тяжелую работу самому. И даже, возможно, вам это удастся в этот момент времени это сделать довольно легко и не так дорого, то есть не задорого. Такой вот обслуживающий персонал здесь выходит для вас, который служит на благо вас, на благо вашего дела, бизнеса.
Пусть вас не пугает слово бизнес. Бизнес это тоже переводится как слово дело, вашего дела. А ваше дело может быть простое. Может быть, вы выращиваете просто цветы и продаете. Это тоже ваше дело. Суть не в том, чем вы занимаетесь, а суть нашего расклада в том, как получить какие-то прибыли и чтобы все было только для вас. Все прибыли только для вас. Вообще здесь выходят такие энергии, сопутствующие творческим людям, людям креативно мыслящим, которые умеют держаться на плаву. Ну, в данном случае все смогут держаться на плаву, и все должны креативно мыслить, кто смотрит этот расклад. Потому что такое время приходит. Потому что солнышко, которое здесь вышло, по-особому светит. Здесь у кого-то не состоялась поездка в дальние края. Ну вот что-то не получилось. Но это и к лучшему. Здесь солнце вышло и осветило вам дорогу в другое направление. Оно вас как будто уберегло. Ваше солнце, ваше собственное я, ваша интуиция. Знайте о том, если у вас не получилась поездка, если у вас не свершились какие-то глобальные большие планы на перспективу с людьми, которые находятся далеко за границей вашего места проживания, то это к лучшему. А в будущем еще есть такое предупреждение, что вам нужно поберечь денежки, потому что идут чужие деньги, которые вы можете растратить. Ну, допустим, кто-то берет кредиты и тратит их на свои удовольствия. Одно дело брать кредиты для бизнеса, для дела, и другое дело для путешествий. Вот для путешествий брать, конечно, не надо. Но вы это тоже все поймете, потому что есть возможность не брать эти кредиты, есть возможность вот в кругу ваших близких, друзей, либо наемных сотрудников реализовать свои амбиции здесь и сейчас. Никуда не нужно ехать, нужно действовать на том месте, в котором вы сейчас находитесь. Во-первых, нужно провести действительно ревизию всех ваших вещей, выбросить лишние вещи. Вот для обычных людей, кто живет, может быть, уже не работает, кто живет обычной жизнью, нужно провести уборку. Можно продавать те вещи, в данном случае такая еще подсказка, ну, обычная подсказка для людей, продавать ненужные вещи. Но здесь, в данном случае, все карты об этом говорят. Вот обычные вещи, рутинная жизнь вам будет очень хорошо помогать повышать ваш стимул к вашей деятельности. Нужно проверить, что можно починить и продать, что можно доделать, переделать. Особенно если вы мастер на все руки. А здесь у нас человек творческий выходит. Что-то вы умеете такое делать, что не умеют другие люди. Итак, есть у вас возможность провести ревизию, провести, может быть, какие-то сделки, вовремя с кем-то распрощаться, с какими-то, может быть, призрачными надеждами распрощаться, навести порядок в документах, наладить процесс с вашими близкими, родными, детьми, всех построить, дать задания и наслаждаться, вот такой у нас король кубков, наслаждаться тем благоприятным временем, которое здесь для вас отведено. Время такое придет. Здесь за вашей спиной, в принципе, у вас как будто есть особые такие достоинства. Это ваши таланты, это ваше место проживания, это ваш дом, это ваши родные люди. Ну вот что-то есть у вас за спиной, на плечи этих людей вы можете опираться. Настолько здесь самодостаточная личность вышла, и человек, у которого все спорится, все получается. И человек, который у нас здесь вышел, когда надо, умеет быть жестким, умеет быть человеком непримиримым, каким-то ошибкам может быть. И вы действительно держите руку на пульсе. Ну, вот такая энергия здесь очень хорошая выходит для того, чтобы концентрировать свое внимание на тех вещах, которые полезны. Я не разбрасываюсь по мелочам. Если я хочу что-то приобрести, я точно знаю, что это, где это, сколько это стоит. Если мне нужен для этого помощник, я такого человека найду, и даже не одного, а двух. И вы успеваете в двух направлениях даже, можно сказать. Либо работаете на основной работе и дома, в качестве приработка, либо у вас есть просто два помощника, два друга, которые всегда будут рядом с вами. Ну и у вас есть, конечно, таланты.
таланты быть с человеком, когда надо, жестким, и таланты человека хитреца. Вот как раз карта мага здесь у нас как бы увенчала весь наш расклад, который здесь нам обо всем этом и рассказал. Человек-маг, человек-хитрец, человек-манипулятор, может быть, в какой-то степени. Но от этого никто не страдает. Может быть, просто вашему окружению не доставало, вот ваших качеств не доставало. Качеств управленца, человека, который может организовать процесс. Все люди проходят через этап обучения. Может быть, вы кого-то обучаете. И вот вы здесь можете являться таким важным человеком. Так что не исключено, что как в виде заработка такая подсказка набрать какие-то курсы, набрать учеников. Это тоже будет приносить вам доход. Кого-то обучать. У вас для этого есть шикарный опыт. Во всяком случае, за этот период времени вы его здесь набираетесь. В ближайшем будущем вас ожидает обновление в той, может быть, недвижимости, в том месте, где вы проживаете, на лучшие условия, благодаря родственникам, либо вот вашему стратегическому плану. Ну, вам будет нравиться то место, в котором вы находитесь. А вот вся команда ваших близких будет работать на вас, будет в вашем подчинении. С удовольствием вам будет подчиняться. Но, в принципе, они тоже в этом заинтересованы. Ну а чуть дальше, на дальнейшее будущее, ожидаются перемены, и такие, можно даже сказать, с одной стороны, неспокойные. Нужно контролировать ситуацию, потому что одна ситуация выгодная уходит, другая не очень выгодная приходит. В плане того, что у вас был заработок, и тут вдруг можете оказаться без работы какое-то время, но это будет недолго, потому что у вас такой острый ум, вы найдете, вот у вас такая даже двойственная натура. Что-то два будет, два дела, два человека, и вообще вы успеваете в двух направлениях. Поэтому вот второе дело вас как будто здесь спасает. Если одно дело уходит, приработок какой-то уходит, то второе дело будет основным. И даже вот такая подсказка тоже здесь выходит, вот такая карта менеджера, это тоже карта у нас здесь мага, и здесь у нас карта мага. Поэтому это дело, которое зависит только от вас, оно будет прибыльным. Вот какое дело вас интересует, какие у вас есть таланты, реализуйте то, что вам нравится. Вот по карте мага вы можете реализовать все, что угодно, что вам нравится, и в чем вы мастер. Ну, карта мага подразумевает, что вы умеете манипулировать людьми, что вы умеете продать то, что не продается, и что вы умеете всегда быть лидером.